чудо скрывается именно здесь. Я верю в честность взглядов и двуличие слов, но я не верю в твою любовь. Я знаю, где прячется синяя птица и что делать с ней. Я знаю жалость врагов и беспощадность друзей. Я знаю радость потери, радость победы и свинцовую тяжесть потерь, но я не знаю, с кем ты теперь. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я сделал необычное видео. Это очень личное видео. Я давно хотел это сделать. А именно, я съездил на вечер поэзии. На этом вечере люди читают стихи. Я также очень люблю читать стихи. Я всегда это делаю сам себе, и никогда у меня не было возможности почитать стихи другим людям. Поэтому сегодня вы посмотрите, как проходит вечер поэзии, русской поэзии во Вьетнаме, что об этом думают люди, и также вы можете написать в комментариях, что вы думаете о таких вечерах. Как обычно, прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео. Если оно вам не понравится, то вы можете забрать лайк потом. Ну что, вы готовы? Поехали! Я стану, как местная везде и повсюду чужая. Я ступлю на корабль, зная, что его команда не пристает к берегу. Я обрету бессмертие в этой дороге и вечном журчании колокольчиков на Клаа. Я растаю, и мои следы занесет пылью звезд. Когда-нибудь кто-то пройдет по ним. Привет, меня зовут Паша. Я из Минска. Я попал сюда по телеграм-группе. Я попал на чайную церемонию, и мы пили чай, и ребята говорят, что вот сейчас это будет проходить. И, в общем-то, вот я тут. Мне очень близка поэзия. Мне кажется, это помогает человеку быть человеком. Я думаю, это важно. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько нужно ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину. Голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Даяна. Родилась in the middle of nowhere, как говорят, это в центре России, в маленьком-маленьком рабочем поселке, то, что называется, городке. Я влюбилась в стихи, и вот я здесь. Наверное, не с самого детства была погружена в художественную литературу, но сейчас очень активно стараюсь ей заниматься. И, в частности, у нас, например, там есть литературный клуб тоже. Мы читаем книжки, потом мы делимся впечатлениями и рекомендациями какими-то. Это очень круто. У нас очень красивый язык, если мы говорим о литературном клубе, о поэтическом, о каких-то мероприятиях, связанных с речью, с литературой, то у нас очень ценная, большая культура, которую важно сохранять для своих семей, для своих детей, для тех малышей, которые уже здесь рождаются, например, когда они первые там приходят на какие-то, может быть, детские встречи подобного плана, это было бы очень круто. Вот я не делала, но, наверное, сделаю. Ну, привет еще раз всем, ребята. Я уже представился, меня зовут Сергей. Я не поэт, я ничего не сочиняю, абсолютно не креативный. Нет, я креативный человек, но в другом формате. Однако я ценитель стихов, поэтому сегодня я хочу прочитать первое стихотворение. И главная идея этого стихотворения о том, я бы сказал, наша социальная проблема в нашем обществе, вообще в мире, везде. О том, что мы мало разговариваем друг с другом. И это немножко, я бы сказал, об одиночестве. Где-то среди нами неназванных мест мертвую деревню проглатывал лес. Там, где из живущих никто не жилец, расставались сын и отец. Одному пора за столетием лихим тихо обратиться в коренья и мхи, а другому впредь, без советов чужих, самому отправиться в жизнь.
Выйдешь сегодня же на заре, надышись таежным воздухом и шорохами зверей, за болотами леса, куда я тебя не водил, человеческое море, но в том море ты будешь один. Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег во время очередной бури твоих истерик. Я так давно тебя искал по грязным, пресным руслам, зубами сеть рвал, напрягая каждый мускул. И я готов сожрать пуды твоей горчащей соли. За то лишь, что здесь остаться мне позволишь. Всем привет, меня зовут Алексей. Я приехал в Дананг не так давно. В первый раз посетил такое мероприятие в городе Дананг. Мне безумно понравилось. Вообще просто супер атмосфера, душевно. Прям чувствуется, что от людей прям исходит такая положительная энергетика. Они прорабатывают это там в своей душе и делятся своими эмоциями. Это очень-очень завораживает. Я думаю, что все в мире организуют подобные клубы, люди, но русский человек со своей русской душой – это особый вид человеков, которые максимально восприимчивые, эмпаты друг к другу. Я сегодня не читал стихи, был в первый раз, мне было интересно посмотреть. Я был готов зачитать, но было достаточно ораторов, и я такой, зачем мне, зачем? Я посижу, да, немножечко посмотрю, и так очень кайфово, получил от этого огромное удовольствие. И в полет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Поступь нежно, легкий стан, если б знал ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Мне бы тонко касаться руки и волос твоих цветом восемь. Привет, я Юля. Организатор моя приятельница. Я решила, то есть она пригласила, и я подумала, окей, поддержу, потому что не всегда приходит много людей. Иногда это 3 человека, я здесь как-то была, и те стихи, которые читали люди, просто сделали меня тошнить, что называется. Очень такие разные тематики. Я не хочу такие стихи слушать в целом. Но сегодня было все прилично, и ты очень классно читал. Спасибо. И водомерку слога. А когда я понимал, что поздно, и хожу по кругу, и из почвы ночи навстречу речи, как шершавый язык пустоты идет по небесной склере и слизывает соринки с ее глаукомы. Неважно, 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 не... Привет, меня Рита зовут. Это я организовала это мероприятие. Я его придумала 2 года назад. И вот оно воплотилось, и вот представляешь, уже 2-й год мы собираемся. Мы собирались с друзьями, нас было примерно 6 человек. И я им призналась, что я бы хотела читать стихи. Они мне сказали, тогда учи стихи и читай нам. Я выучила стихотворение, прочитала им, они загорелись, говорят, мы тоже хотим читать стихи. И говорят, давай устраивай тогда вечер. И вот мы начали устраивать такие вечера. Сегодня я попыталась посчитать, было около 30 людей, кажется. Это объединяет, и потому что это нестандартное мероприятие, это не посидеть в баре, а это есть нечто такое на тонком плане, я думаю, потому что люди, которые читают стихи, чаще всего бывают необычными, либо людьми, которые хотят открываться, людьми, которые хотят проявляться, людьми, которые хотят общаться. Часто это люди стесняются, но вот через стихи они могут соединиться, подружиться с другими людьми. И вот это ценно. Все, спасибо. Пожалуйста. Успей, прошу тебя, успей почаще улыбаться людям, оставить что-то в память о себе, чтобы после жить, когда тебя не будет. Чего боишься ты, взглянув во тьму? Какие думы разум твой тревожит? Не бойся, это ни к чему. Жизнь — свет,
а тьма пусть будет позже. Ну вот и все на сегодня, друзья. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. А вы любите читать стихи? Вы любите поэзию? Напишите об этом в комментариях под этим видео. И как обычно, хотел сказать спасибо большое всем моим патронам, а в частности таким людям, как Джош, Джефф, Бирк, Лиз и Джоэл. Спасибо вам большое, друзья. Если вы также хотите поддержать мой канал и видеть больше таких видео, вы можете сделать это вот здесь. Или переходите по ссылке в описании под этим видео. Спасибо вам большое. Желаю вам отличной недели. До скорого и пока-пока.